пространстве матрица добра и зла, во времени матрица счастья, и никаких злых героев нет. Поэтому в моих книгах злых героев нет, это я вам гарантирую. Когда вы входите, начинаете читать эти книги, там все самое славное для вас, поскольку как только вы поворачиваетесь к Ирле, он вас раскручивает, раскручивает, раскручивает и ориентирует на то качество, которое в вас еще не раскрыто. Но спросите сейчас, а почему не раскрыто? Как же так? Вы же прожили большой отрезок календарной жизни и пытались себя раскрыть в творчестве. Каждый пел, рисовал, танцевал. Ответ очень прост. Все это было пространственное творчество. А самое главное, внутри мозга, 90% мозга заложено на время. Поэтому у человека используется от 3 до 7% мозга всего-навсего. И интересно, что сейчас именно новосибирские ученые работают над геномом человека и начинают заявлять следующее. Кстати, замечательно, что заявляют именно новосибирцы. На сложного человека голова ставилась на Новосибирск. Академгородок. Ну и напоминаю, первая моя книга где была продана? В Академгородке, на конференции, советско-американской конференции еще на тот момент. И сейчас они следующее заявляют. Человека создает сам человек, и человека создает социум. Знаете, чем аргументируют? Ну, мне очень понравилось, поэтому я позволю себе процитировать немного. Сейчас женщинам подходят мужчины-папики. Это те, которые заботятся о детях, нежные, добрые, мускулистые мужчины вышли из моды, поэтому постепенно вырождаются, ибо женщина решает, с кем продлить род. И мужчин-папиков становится все больше и больше. Это их наблюдение. Нежных, добрых, заботливых. Но вы, наверное, тоже это заметили, да? Помните, вошли в моду модели, длинные-длинные девушки. И вдруг их стало очень много. Вот откуда они взялись? Вы задавали себе вопрос? На них пошла мода, и вдруг все, даже в низкорослых семьях, появляются очень длинные девушки-модели. Социум делает человека. Но это все, что касается тел. Это так, краткое отступление. А самое главное, вы входите во время и начинаете там жить. Во времени формируется ваша траектория. Она уже есть, она давно-давно вас ждет, но вы туда не дошли, поэтому она без надобности повисла и просто ждала, когда вы на нее выйдете. Первый же шаг во время, и все начинает раскрываться, все начинает хорошеть, все кругом приобретает смысл. Первые темы ритмологические, которые вы берете очень хорошо, это имена. А что имя влияет на жизнь человека? Естественно, влияет, еще как влияет. Имя как та воронка, которая захватывает человека и начинает возить его по этой жизни. И нужно усмирить свое имя, точно так же, как в пространстве усмиряли лошадей. Нужно на своем имени научиться кататься, чтобы оно работало на вас, а не вы работали на это имя. А что такое имя? А это те буквы, которые ваши уши слышат самое большое количество раз. Вас так называют, имя звучит, звучит, звучит. Наконец мозг привыкает, а внутри мозга есть улиточные часы. Улиточные часы начинают идти как ходики со стрелочкой максимально часто употребляемых слов. И они реагируют на буквы. Когда собирается очень много одинаковых букв, тогда улиточные часики дают звоночек, и человек перестраивает свою жизнь по этим буквам.